Срочные новости. Сегодня в 6:28 утра на Солнце произошел мощный выброс энергии. Данная вспышка оказалась больше, чем прогнозировали ученые. Температура на улице достигла критических цифр. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Мы просим всех граждан избегать выхода на улицу в дневное время. Далее вы увидите развлекательную передачу. Небольшое предисловие перед началом нашего обзора. В данном видео возможны спойлеры, и если вас интересует данная игра, я настоятельно рекомендую вам поиграть в нее, не зная ничего о ней. Так вы получите массу эмоций и глубже погрузитесь в саму игру. Поверьте, оно того стоит. Но если же вам все равно на спойлеры, тогда приступаем. No, I'm Not a Human — это свежий инди-хоррор от российской студии Trioscast, изданный компанией Critical Reflex. Игра вышла 15 сентября 2025 года на ПК, относительно совсем недавно. Игра позиционируется как смесь психологического хоррора, симулятора выживания и визуальной новеллы. В будущем планируется выпуск на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Жанрово проект сочетает триллер и драма-хоррор с элементами point-and-click, упором на сюжет и моральный выбор. Игра изначально привлекла внимание публики демо-версии, в том числе входила в антологию Violent Horror Stories в 2024 году, собрав сотни тысяч желающих в списке ожиданий еще до релиза. Полная версия No, I'm Not a Human наконец вышла осенью 2025 года и сразу получила теплый прием со стороны любителей хорроров и стриминг-сообщества. Уже в первые дни проект привлек одновременно более 124 тысяч зрителей на Twitch и собрал сотни обзоров в Steam. Все начинается с предыстории, как и в любой игре, книге или фильме про постапокалипсис. Нам показывают небольшой видеоряд с городом нашего главного героя, где, казалось бы, все вроде выглядит спокойно, но у меня почему-то создается эффект зловещей долины. Есть какая-то тревожность при виде таких кадров. Возможно, это только у меня так. Из самой предыстории мы узнаем, что идет разговор между двумя людьми, нас и нашего друга. В разговоре нет ничего настораживающего, типичный светский разговор о том о сём. Единственное, в конце наш друг говорит о том, что зайдет к нам сегодня в гости. Далее мы начинаем с ночи. Можем осмотреться и поглазеть, что происходит за окном. Заранее скажу, что смотреть в окна мы можем только ночью, так как днем из-за обжигающего солнца наш ГГ попросту откажется в них посмотреть. Подходим к двери. К нам, как и говорил, пришел наш друг и говорит о том, что с солнцем происходит что-то странное. Помимо солнца есть еще люди, которые лезут из земли
и что их почему-то называют гостями. И самое главное, что оставаться одному опасно. После он предлагает остаться у нас для нашей же безопасности. Мы его впускаем и ложимся спать. Утром первым делом смотрим телевизор и узнаем, что сегодня рано утром на Солнце произошел мощный выброс энергии, поэтому в дневное время находиться на улице становится крайне небезопасно. После нам предлагают посмотреть развлекательную передачу, ну и тут, конечно, становится смешно, ведь нам показывают Лебединое озеро. А как принято у нас в стране, если наступают трудные времена, то надо обязательно показать именно эту передачу. Отсылка и правда очень забавная и немного тревожная от того, что это отсылка не к игре или фильму, а к реальной жизни. Для тех, кто не в курсе, коротко об этом. Сегодня это может удивить или показаться чем-то странным, но в СССР в трудные времена по телевизору безостановочно крутили балет «Лебединое озеро». Так, в дни, когда не стало Леонида Ильича Брежнева, Андропова, Черненко, балет крутили с утра до ночи, а во время переворота в 1991 году «Лебединое озеро» можно было выучить до мельчайших деталей, ведь его показывали целых 3 дня без перерыва. Что ж, надеюсь, для тех, кто не знал, это стало полезным открытием. Ну а мы продолжаем. Помимо самих новостей есть и реклама. Обычно рекламу в наше время воспринимают как что-то ненужное. И, пожалуй, если бы у нас была рекламная интеграция, то я бы вставил ее именно сюда. Но пока не судьба. Но тем не менее, в игре ее лучше смотреть внимательно, так как из нее можно узнать, к примеру, о новых товарах, которые появятся в магазине, а также получить номера, на которые мы сможем позвонить. Чуть позже я более подробно расскажу об этом. Выйдя из комнаты, мы сразу наткнемся на радио, где, прокрутив ручки и настроив нужную частоту, мы сможем получать еще больше информации о том, что происходит за пределами нашего дома. Изучая наш дом, мы также немного узнаем о нашем главном герое и даже сможем получить достижения. Из забавного это наш календарь, на котором каждый день будут отмечаться праздничные события. Например, первый день – это день пива, а, к примеру, 9-й – Всемирный день спасибо. Не знаю, насколько название соответствует тому, что происходит у нас в доме, зависит ли название дней от людей, которые находятся у нас. Но как мне показалось, дни всегда повторяются вне зависимости от людей и событий. Зайдя на кухню, где сидит наш сосед с кейсом пива, по ходу разговора выясняется, что все опасения подтвердились, и по сути все, что нам сказали по новостям, он повторяет нам снова. Еще немного узнаем от соседа, что наш ГГ сторонится людей, но, видимо, исходя из сложившейся ситуации, придется пойти против своих принципов. Еще из полезного мы узнаем, что нельзя говорить, что мы одни, и что нам нужно будет проверять людей на признаки гостя, ну и то, что днем сил у нас из-за жары будет не так много. После очень полезного совета выпить пивка и лечь спать, мы послушно делаем это и ложимся спать. Ночью за нашим соседом приходит дождь, и они вместе уходят. По сути, на этом заканчивается пролог, и начинается свободное плавание в игре. В игре всего 10 концовок, и что самое интересное, пройти на основную концовку у вас может не получиться, так как в игре много персонажей и особенностей, из-за которых все может пойти не так. Но о них чуть позже. В игре всего 56 персонажей на момент записи этого ролика. Но у каждого, по сути, есть своя история и свои особенности. Кто-то более интересный, кто-то менее. Еще из интересного это то, что люди, которые к нам будут приходить, в одном прохождении могут быть людьми, а в другом гостями. С каждым днем нам будут сообщать по новостям все больше информации о мире и признаках гостей. Что до признаков, то поначалу будет просто, ведь в первые дни признаков будет всего ничего. Например, проверить на идеально белые зубы или покрасневшие глаза. Но под конец игры признаков станет настолько много, что это создаст определенные трудности. Но, конечно же, есть хитрость в виде сейвов. Вот все основные признаки гостя. Идеально белые зубы, грязные ногти, красные глаза, отсутствие волос на подмышках, черные пятна на фотографиях ауры, насекомые в ушах, кровоточивость десен, раздражение кожи, быстрое движение глаз. На второй день, просматривая очередную рекламу, у нас появляется номер Forest. Это доставка, с помощью которой мы сможем разжиться полезными предметами. Например, энергетиком, банкой кофе, сигаретами, чайным грибом и кошачьим кормом. Забавно, что название этой доставки уж больно сильно напоминает фильм Forrest Gump. И скорее всего отсылка символическая, которая напрямую отсылает нас к главному герою фильма Forrest Gump. В первые дни нам все так же будет доступна только часть предметов, вроде 2 банок энергетика, либо банка кофе. Какие-то предметы появятся сами, а какие-то, например, сигареты, нужно будет сначала посмотреть рекламу про них, и только после этого они появятся в арсенале магазина. После того, как сделаем заказ, то в эту же ночь придет курьер. Заказать на следующий день не получится,
Игра скажет нам, мол, к сожалению, мы не можем принять ваш заказ, так как вы недавно делали его. Следующий заказ можно будет сделать только через 2 дня. Но это не точно. Каждый предмет дает нам определенные бафы. Например, энергетик восстанавливает 1 заряд бодрости, кофе добавляет нам дополнительную ячейку с зарядом на несколько дней, но после него краснеют глаза, так что с этим нужно быть поосторожнее. Сигареты полностью восстанавливают нашу энергию, но убирают 1 ячейку заряда на следующий день. Также после применения зубы нашего ГГ резко пожелтеют, что к лучшему. Чайный гриб – это сохранение. Ну и последний – кошачий корм. Он нужен на случай, если вы не уверены в том, что проверили всех людей на признаки гостя. И когда вы покормите днем кота, то ночью никого не убьют. Итак, сосед ушел, и тут начинается самое интересное. Жизнь наедине с миром, который рушится, и с людьми, которым уже нельзя доверять. С этого момента каждый день превращается в тест на внимательность, эмпатию и, по сути, человечность. Один за другим каждую ночь в дверь начинают стучаться незнакомцы. У каждого своя история, интонация, эмоция. Правда, вряд ли мы будем слышать их голоса и интонацию, но воображение само дорисовывает и дополняет образы людей, кто приходит к нам. Каждый из людей может оказаться гостем. Но, пожалуй, самое стрёмное так это то, насколько быстро ты привыкаешь к подозрениям. К тому, чтобы отказывать людям, к тому, чтобы впустить. Потому как если останешься один дома, то к тебе на 3-й день, точнее ночь, припрется бледный маньяк с расспросами. Одни ли мы? И спиздить ему не получится. Не знаю как, но если сказать ему, что мы не одни, хотя по факту одни, это чудовище вламывает дверь и убивает нас. После чего игра заканчивается и видим 1 из 10 возможных вариантов концовок. Также нередко происходят события, которые порой могут испортить все наши планы. Например, приходы КЧС сотрудников или того сумасшедшего охотника со своими проверками. Кстати, моя первая концовка была именно с ним, когда он пришел с очередной проверкой, и тут я ему показал зубы. На этом все и закончилось. Мы перестреляли друг друга, мой герой сошел с ума и стал местным Рэмбо, и игра закончилась. Также из интересных механик это сохранение. Они сделаны в виде предмета, чайного гриба, который позволяет нам сохраниться. Забавно, что в первые дня 2-3 с релиза игры сохраняться можно было только таким способом. Но по просьбе игроков сразу же выкатили обновление, в котором отныне сохраняться можно было при выходе из игры на рабочий стол. Это, конечно, странно сохраняться так, но уж лучше так, чем только с чайным грибом. Со временем игра становится значительно сложнее, особенно когда людей в доме становится слишком много, а энергии и ресурсов банально не хватает. Еще если добавить сюда, что перед наступлением ночи нам нужно проверять себя на признаки гостя, иначе местный охотник за головами с ночной проверкой попросту заруинит нам прохождение. Но выход вы уже и сами знаете какой. Просто сохраняться и загружаться заново. Еще из интересных механик так это код. С помощью него можно спокойно пережить ночь, не боясь, что кого-то ночью грохнут. Кота можно получить, впустив балерину. Она будет как раз таки с ним. При первом же прохождении очень уж сильно не хотелось ее впускать, так как она выглядит прям как тот бледный маньяк, только в юбке. Но тут нас заранее об этом предупредит загадочный лысый мужик, который скажет, что мы должны впустить эту женщину с котом. Если следовать его правилам, то можно выйти еще на 1 концовку. Кто-то, возможно, скажет, зачем все это? А я отвечу, чтобы дать тебе почувствовать, каково это – жить в мире, где доверие стало роскошью, где даже доброе намерение может обернуться смертью, где ты начинаешь сомневаться не только в других, но и в себе. Но I'm Not a Human – это не игра, это зеркало. Оно не спрашивает, хочешь ли ты смотреть в него, оно просто показывает, кем ты становишься, когда перестаешь быть человеком. Но поговорим немного о концовках. Как я сказал уже ранее, в игре 10 концовок, и получить правильную почти невозможно, потому что здесь нет правильного. Есть лишь разные отражения того, кем ты становишься по мере игры. Частично я уже упомянул о 2 концовках, но расскажу вам только о тех, которые, на мой взгляд, самые интересные и запоминающиеся. Страна грибов. Самое странное, сюрреалистическое и запоминающееся. После цепочки странных событий вы отправляетесь в царство грибов, где звуки и цвета смешиваются в один сплошной галлюцинаторный поток. Грибник становится проводником, а слова теряют смысл, как в затянувшемся сне. Это уход от реальности. Красивая форма безумия, где герой перестает понимать, где он и кто он. Эта концовка одновременно пугает и завораживает. Ведь иногда легче потеряться во сне, чем проснуться в кошмаре. Роковой ребенок. Самое болезненное и символичное из всех. Вы проявляете человечность, впускаете беременную женщину, а потом из живота появляется нечто. Монстр, дитя, наказание, неважно.
Главное, что это последствия вашего сострадания. Герой пытается разобраться, что произошло, но становится лишь свидетелем чего-то, что не укладывается в человеческое восприятие. Финал оставляет чувство обреченности и сожаления. Добро, совершенное из жалости, тоже может убить. Принять неизбежное. Самая тихая, самая зрелая и, пожалуй, самая правильная концовка, на мой взгляд. Чтобы добраться до нее, нужно быть внимательным, выполнять указания пророка, копать тоннель, смотреть в зеркало и не отвергать собственную тень. В финале герой спускается вглубь, встречает шахтера и, наконец, слышит фразу, которая звучит как откровение. Смерть всегда была рядом, просто теперь ты ее видишь. После этого тишина, свет и тьма, принятие. Это не спасение и не гибель. Это понимание, что человек – лишь часть цикла, а страх – всего лишь форма незнания. В No, I'm Not a Human концовки не дают ответов, они задают вопросы. Каждый финал – это испытание человечности, будь то доверие, изоляция или попытка контролировать других. От полного краха в «да, я один» до философского спокойствия, принять неизбежное. Игра будто проверяет, что ты сделаешь, когда все вокруг рушится, и останешься ли ты человеком, или просто перестанешь им быть. Игра использует гибридный визуальный стиль, сочетание плоской 2D графики с элементами 3D. Благодаря этому создается ощущение искаженной плоскости, будто пространство немного нарушено, и в нем есть что-то неестественное. Визуальный язык No, I'm Not a Human намеренно поддерживает тревожность. Лица гостей могут меняться, слегка морфироваться, выглядеть не теми, кем должны быть. Это вызывает ощущение диссонанса и внутреннего беспокойства, словно ты смотришь на человека, но видишь в нем что-то чужое. Разработчики сознательно стремились к эффекту зловещей долины, когда персонажи почти похожи на людей, но едва уловимое искажение заставляет сомневаться в их реальности. В целом, визуальный стиль не стремится к техническому реализму или красоте текстур. Его цель – создать атмосферу. Здесь важнее передать чувство нарушения привычного порядка, странности и внутреннего дискомфорта. Сильные стороны визуала. Он работает на настроение, вызывает тревогу и ощущение чуждости. Искажения, морфинг и странности лиц подсознательно раздражают восприятие, усиливая напряжение. Граница между нормальным и аномальным размыта, что идеально соответствует теме игры. Отказ от эстетической красоты делает стиль запоминающимся и психологически сильным. Что касается музыки и звука, то они не просто фон, а полноценная часть атмосферы. Игра не прибегает к дешевым скримерам и резким пугающим эффектам. Вместо этого напряжение строится на тишине, неуверенности, стуков в дверь и едва уловимых фоновых шумов. Музыка и звук здесь используются как инструменты атмосферы, а не как дополнение. Звуковое оформление работает как живая ткань мира. Радио, отдаленные разговоры, треск эфира, стук в дверь. Все это создает ощущение присутствия и постоянной опасности. No, I'm Not a Human – это не просто хоррор о страхе перед другими. Это игра о страхе перед самим собой. О том, как легко границы человечности стираются, когда на кону выживание. Когда каждое решение превращается в выбор между эмпатией и инстинктом самосохранения. Когда добро и зло перестают быть противоположностями и становятся лишь разными оттенками серого. Здесь нет победителей, нет финала, где можно выдохнуть и сказать «теперь все хорошо». Потому что No, I'm Not a Human не о том, как спастись, она о том, что спасение не всегда возможно, иногда не нужно. Она словно зеркало, поставленное перед лицом игрока, которое отражает не монстров, а тебя самого. Твою реакцию на страх, твою усталость, твое равнодушие. И если смотреть в него слишком долго, ты начинаешь замечать, что и твое лицо слегка морфируется. В этом мире солнце не источник жизни, а наказание. Люди не союзники, а проверка. И даже спасение может быть всего лишь новой формой отчаяния. Триосказ создали не хоррор ради адреналина, а притчу о деградации человечности в условиях изоляции. Каждый день здесь символ, каждый стук в дверь вопрос, впустить ли чужого или сохранить покой. И где проходит та черта, за которой уже не важно, кто гость, а кто человек. No, I'm Not a Human – это опыт, после которого не остается ощущение «прошел игру». Остается тихая тревога, будто ты сам стал ее частью. Потому что, возможно, вопрос игры никогда и не был в том, кто они, гости. Возможно, весь этот ужас был лишь способом спросить у тебя: а ты еще человек?